Знаешь, я бы перезвонил бы через полчасика. Я тут на границе с Россией, я не знаю, в какой сети вообще нахожусь. Я тебе перезвоню, можно? Вуаля! Кренгольм. Куча камней, сложенных один на другой, в которых в свое время работало 12 тысяч человек, а теперь здесь никого нет. Очевидно, что люди, которые работали на Кренгольме, они хотя бы связаны с этим местом. Просто существует столько как бы обидок, непоняток, разных моментов, которые, очень больно трогать. И поэтому все зажали в свои уголки, одни обижаются на вторых, а вторые на первых. И это естественная вещь. Но здесь с какой-то стороны надо этот, скажем так, порочный круг разрывать. Начнем потихонечку заполнять всякими культурными программами. Во-первых, театральное представление в августе. И вот так вот потихонечку, выстраивая отношения, это дело поменяется, я надеюсь. Öö on pimesoe ja paistab kuu. Pimedus on pargitee. Suudlust varjab pink võidne puu. Oma tuba puudub meil. Minu südames sa elad kenas päiksepoolses toas. Когда мы видим людей на обеих сторонах границы, обменивающиеся, салютами, здесь видно, что граница имеет двоякую натуру. С одной стороны, границу можно понимать как линию разделения, а с другой стороны, как линию контакта. Конечно, Нарве тяжело. То есть нарвская экономика, например, экономика этого города, она напрямую зависит от того, как у нас отношения с соседями. Сразу чувствуется, что здесь у нас как тектонические плиты двух цивилизаций сошлись, и вот они встали, и вот они, два замка. Оно так и есть. Не замечаешь, что одинок. А когда заболела, в магазин не сходить, молоко закончилось, продуктов нет. Вот тогда уже запрыгала. Сыну звоню, что, пожалуйста, придите, выручайте. Все говорят, что старость не радость. И вот у меня на висках седина, старею, старею, но об этом не жалею, об этом не жалею я вовсе никак. Я бы Кренгольм не трогала, это мое мнение. Народ туда не пойдет, наш. Это было очень больное время. Мы откроем вам дверь будущего Кренгольма. Мы сделаем Кренгольм Нарвской Венецией. Но это было ложь. Это настолько болезненное место. Мы еще не очухались от этого. Нарва начинается с Кренгольма. Так было. А Кренгольм – это Нарва. Кренгольм – это мы. Нарва – мой родной город. Уехав, отучившись, отработав, в какой-то момент возникла возможность приехать сюда обратно и каким-то образом, поставить, ставки, на свой же город. В Нарве очень много проблем. Около 80 тысяч жителей было в свое время при распаде Советского Союза. На данный момент население снизилось до 58. То есть треть людей покинула Нарву в промежутке этих 26-7 лет. Моя миссия заключается в развитии этого города любыми силами, любыми методами. Это была мануфактура, тут работали тысячи людей, а сейчас там никого нет. То есть мы имеем дело с камнем, который просто остался стоять, а жизни в нем нет. То есть эту штуку надо наполнить жизнью. Helen, So yeah, my name is Ivan. I work in the easternmost city of Estonia, Narva. Basically, we're talking about a city. You can throw a stone across. That's how close it is to Russia. But basically, the Soviet Union collapses, the economy collapses, the city collapses, everybody moves out. And in September, we're starting a brand new festival right on the edge of Europe. All you need to remember is the place, which is what?
All right, great. We're done. Продолжаем. Ага. Пока ты майк не взял еще. Подумай хорошо на этот счет. Narva was not this post-Soviet, whatever relic that it is now. So what we're trying to do with the festival is up the cool factor of the city, and then just kind of give the youth like a hope for the fact that this is not actually a dying place. It's like it's a completely normal, or not even normal. It's actually kind of a cool place. Отметили в прошлом году. В республике зарядился проект, он начнется с концерта на руинах нашего Крынгольма. Нельзя так рано на костях памяти делать увеселительные мероприятия. Я сомневаюсь, что наши кренгольцы пойдут на праздник на этот. И если у вас есть какая-то связь с отделом культуры и с Министерством культуры, то предупредите их, у них это не получится. Сейчас кренгольцев у нас мало, возраст берет свое, но мы духом своим, верой, любовью хотим сохранить наш Крынголь в памяти. Браво! All right, so this is the article about Narva by The Economist, of all things. Not, Viru Prospect, but The Economist. Making Narva cool is part of Estonians' new strategy to integrate Russian speakers into Estonia. After Russia's annexation of Crimea in 2014, Western journalists scored maps for other places that could be next on Vladimir Putin's hit list. Like that phrase. They stumbled on Narva, where almost the entire population is Russian-speaking. This was the question that everybody asked. And this was let's say, the background of everybody's questions when they were traveling to, the United States or any other country. It would be like, oh, so how is it to be on the front line, on like the new Cold War or whatever? And they, had nothing else to say but like, hey, it's actually quite okay, So yeah, true that. Это кремлевские соловьи. Это театральное представление, которое у нас будет скоро, в августе, на Кренгольме. И вообще, на самом деле, кренгольские соловьи, мне кажется, совершенно гениальная идея, потому что они берут Кренгольм, адрес Кренгольмской мануфактуры Йола 23, то есть улица Йола 23. Имя человека, о ком театральная постановка, Як Йола. On palju luuletuste sööd, mis nukrast kaugusest on vaimustanud meid. Me nagu karnevalipäevas meid hoiaks käes. Это эстонский певец, который был очень знаменит в Советском Союзе, в Советской России. То есть, опять же, микс, как и в Нарве, да, то есть, Нарва, она эстонская, но она и русская. То есть, и сделать это на Кренгольме, прямо на самом острове, между двумя государствами, мне кажется, гениальная идея. Need ööd on eksideski head, neist tahaks rääkida, kuid vaikima neist peab. On palju luuletustes igavesi öid, miks elus harva kohtab meid. Здравствуйте. Привет, дорогая. Привет. Привезли урожаи. Не ленимся. Очков нельзя? Вот дать тебе очки? Очки дать? У тебя хорошие очки, у меня не взяты. Я так-то это на торжественных собраниях-то я всегда присутствовала. Но мне кажется, вот там я сижу. Это юная смена кренгольмцев. Это сколько сторонок надо было оббегать? Все. Вот работали на 4 машинах.
Это кончилась смена. Целый город идет кренгольцев, Ну, справляют. да. Торжественное справление, В общем, не знаю. банкеты. А что на фабрике сделать можно? Что можно сделать на фабрике? Как это может комбинат закрыться? Не верили. Нет. 12 тысяч людей. Куда их деть? Не виноваты. Сейчас сделали экскурсии на Кренгольм. Я работала столько лет на Кренгольме, ее восстанавливали, я должна заплатить 10. И прийти нареветься и уйти обратно. Я что там буду смотреть, я буду только реветь. Вот это меня не могу никак успокоиться. Существует в Нарве проблема, что люди до сих пор имеют такой слегка, скажем так, постсоветский менталитет, где они думают, что их все равно никто ничего не спросит, все равно их мнение никому не нужно, и все равно сделают так, как хотят. Но если кто-то когда-то кого-то спрашивает, то сразу начинается, сразу не дадим, то есть, так скажем так, какую-то публичную дискуссию вести в Нарве всегда очень сложно. Пойдем. Здравствуйте. Я Валентина Николаевна. С чего начать-то? Больше 15 лет я руковожу клубом Кренгольм. И вот сейчас возникла проблема. Люди спрашивают, что же будет с нашим Кренгольмом, и боль не утихает. Вот потому я согласилась встретиться с вами. Кренгольм как предприятие, он закрыт, и, очевидно, он не возвращается. Это настолько сложная уже ситуация, что, как вы говорите, вселить жизнь вот в эти строения, пока еще люди до сознания не доходят. Что с ними делать? 12 тысяч их уволилось росчерком пера. И пострадали, конечно, не только работники, но и семьи. Скажем так, чтобы стало понятно, у меня отношение к Кренгольму чисто профессионально. То есть у меня родители с ним не связаны никаким образом. Я в основном сконцентрировался на здания сами по себе. Они не только могли бы иметь какую-то функцию внутри себя, но и вокруг них могла бы быть жизнь. А кремлевский соловьи, Яки Йоала, он хорошо достаточно, мне кажется, перекликается с Кренгольмом и с Нарвой как таковой. Да, потому что это эстоноязычный человек или исполнитель, который, скажем так, в русскоязычной среде существовал и работал, и все это перемешивается, и получается очень интересный микс, который, в принципе, которым Нарва и есть. Архитектурную ценность Кренгольма, я думаю, не оспаривает никто. То есть... Согласна тем, что нас уже слышат, и мы слышим. Немножко оттаивает сердце и чувства наших кренгольцев. Да, мы согласны. Марис, только пожалуйста. Значит, 9-е в здании старопрядельной фабрики состоится фестиваль музыки «Нарвские соловьи». Кремлевские соловьи. Для кренгольцев билеты бесплатные. И нам надо было к 6 часам собраться 100 человеком. А, наверное, не о жизни, просто под музыки. Написано о жизни даже. Извините, вы работали медсестрой? Всю жизнь. 50 лет. Я вам говорю, у моей дочки были на участке. Совершенно верно. Потому меня все знают, потому я всех знаю. öö on imesoe ja paistab kuu. Pimedus on pargivee. Ой, беда. О, беда. Ой, как давно здесь не была, соскучилась. Да, конечно. Oma tuba puudub meil. Minu südames sa elad kenas päiksepoolses toas. Minu südames sa elad suure armastuse loal. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa, sest mu südamesse sisse oled kirjutatud sa. Брать и вносить новую жизнь в старые места и показывать эту жизнь
людям. Это страшно важно. Очень важно для норвитян, для самих. Открыть для себя Кренгольм, который всегда это производство. Кренгольм — это 10 тысяч человек. Все мы эту историю знаем. Но открыть тот новый Кренгольм, который сейчас вот создается. Вот такими же, скажем так, вот так и создается. Очень-очень. Ну что, здорово? Довольно. Ну, здорово. Спасибо. Вот здесь вот, между прочим, так вот ремонт вы сделаете, здесь вот так действительно концерт вот летом. А ремонт здесь нельзя делать. Я имею в виду, ну хотя бы... можно, конечно. Другое дело, что это хотя бы надо покрасить. время дать. Покрасить хотя бы. Что произошло, это хорошо. Хорошо, что убедили меня и дали эти 100 билетов. Наши, кстати, сегодня многие присутствуют. Чтобы оно не заглохало, не умирало, не погибало. Конечно, какое-то действие надо принимать. Так пусть будет это театр, пусть это будет сцена, пусть это будет песня, музыка. Это радует душу, а не бездействие, которое прошло 15 лет. Palju luuletuste sööd, mis nukrast kaugusest on vaimustanud meid. Me nagu karnevali pääsmeid hoiaks käes, kuid ikka keelatud on sünnapääs. Need ööd on eksideski head, neist tahaks rääkida, kuid vaikima neist peab. On palju luuletustes igavesi öid, miks elus harva kohtab meid.